Друзья, привет всем! Меня зовут Андрей, и я приветствую вас на канале Русториес, где я каждый день читаю вам короткие и увлекательные рассказы на русском языке. Сегодня необычный, но, по-моему, очень интересный рассказ про бегемотов. Итак, поехали! Все началось с того, что колумбийский наркобарон Пабло Эскобар содержал в своем домашнем зоопарке 4 бегемотов. На самом деле там были и тигры, и жирафы, и прочие экзотические звери. Все эти животные по приказу шефа наркокартеля были привезены в Колумбию нелегально. Когда в 1993 году Эскобар был убит, часть зверей была переведена в другие зоопарки. Но многие животные погибли, а многих просто украли. И только к принадлежавшим наркобарону 4 бегемотам никто не проявил интереса. Они спокойно паслись на территории его бывшего имения и постепенно осваивали близлежащие водоемы. Похоже, бегемотам понравилось жить на свободе, и они начали активно размножаться. В результате, по разным оценкам, популяция гиппопотамов Эскобара за прошедшие годы увеличилась до 80 или даже 100 особей. Многие ученые рассматривают их как инвазивный вид, которому нечего делать в Колумбии. Инвазивный вид – это специальный термин для животных, которые были завезены на новые территории и там стали угрозой для местных обитателей. Так вот, бегемоты Эскобара были безопасны, пока их было всего 4, а когда их стало 100, тут занервничали все. Или почти все. Есть мнение, что в буйном размножении бегемотов нет ничего страшного. Как пишет специализированный журнал Proceedings of the National Academy of Scientists, эти бегемоты заполнили экологическую нишу, которую раньше занимали другие крупные млекопитающие. Авторы статьи пишут, что гиппопотамы Эскобара не представляют опасности для окружающей среды. Они просто замещают тех животных, которые исчезли. Это вопрос определения, что является природным, а что нет. Как правило, под природой мы понимаем то, что наблюдалось за короткое время, когда появились ее описания. А ведь еще задолго до этого человек оказывал сильное влияние на окружающую среду, рассуждает автор исследования Ариан Уоллок из Технологического университета Сиднея. Люди за прошедшие 100 тысяч лет истребили множество крупных млекопитающих. Если же внедрить в систему новые виды, то можно приблизить окружающую среду к
первоначальному состоянию. Состоянию, в котором природа находилась миллионы лет, прежде чем человек начал массово истреблять животных. Для своих исследований ученые изучили данные обо всех известных травоядных весом более 10 килограммов, которые жили в период от 130 тысяч лет назад до наших дней. По мнению ученых, бегемоты в Южной Америке заполняют нишу сразу двух вымерших видов. По типу питания они схожи с гигантскими ламами, когда-то обитавшими на континенте. А размеры бегемотов и их привычка проводить много времени в воде роднит их с представителями таких вымерших копытных, как нотогулянты. Даже если бегемоты и не становятся идеальной заменой вымершим видам, все равно они берут на себя зоологическую функцию многих видов, говорят ученые. Однако не все убеждены в том, что бегемотов в Колумбии нужно рассматривать как новый местный вид. В начале года ученые в журнале Ecology высказали опасения, что ситуация с бегемотами может привести к значительному загрязнению водоемов и вызвать опасное размножение водорослей. Чтобы сдержать распространение бегемотов, некоторых животных кастрировали. Часть поместили в зоопарке, а некоторых даже застрелили. В качестве гуманной альтернативы предлагалось ловить бегемотов и депортировать их в Африку, в их природную среду обитания. Однако многие специалисты считают такую идею неудачной, так как животные могут занести туда местные заболевания. А тем временем популяция бегемотов в Эскобаре продолжает расти. По некоторым оценкам, в Колумбии скоро будут жить уже 1000 особей. Друзья, вот такой рассказ. Будем внимательно следить за развитием ситуации с бегемотами в Колумбии. А у меня на этом все. Спасибо, что смотрели этот выпуск. До встречи в следующих роликах. Огромной вам удачи и пока!